С 2022 года вычет по НДФЛ за физкультурно-оздоровительные услуги. Инструкция, как получить деньги. На днях наш президент Владимир Путин подписал федеральный закон от 5.04.21 номер 88 ФЗ, согласно которому налогоплательщики смогут заявить вычет по НДФЛ и возместить свои расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные им с 2022 года. Федеральный закон от 5.04.21 номер 88 ФЗ вы можете скачать под видео в описании. Думаю, эта новость будет интересна не только физлицам, но и предпринимателям-работодателям с видами деятельности 93.1, 93.11, 93.12, 93.13, 93.19, 93.29. Вычет будет предоставляться в размере фактически понесенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за год, причем в совокупности с другими социальными вычетами, предусмотренными Налоговым кодексом Российской Федерации. Также граждане России смогут учесть и расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные их несовершеннолетним детям, как родным, так и приемным. Да, самое главное, что нужно знать о налоговых вычетах, это то, что претендовать на них может налоговый резидент Российской Федерации, который получает доходы, облагаемые по ставке 13%. Что нужно для получения вычета? Канал «Предприниматель Инфо». Друзья, не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал. Вас ждет много интересных видео новостей из мира финансов, бухгалтерии, права, кадрового дела и изменений законодательства. Физкультурно-спортивная организация или индивидуальный предприниматель с соответствующим АКВЭДом должны быть включены в ежегодный перечень Минспорта на дату оказания услуг и понесенных расходов налогоплательщикам. Первый перечень Министерство спорта Российской Федерации сформирует до 1 декабря 2021 года. Найти его можно будет на официальном сайте Минспорта. Когда и как подавать на вычет? Первое. Получение вычета от ФНС. Необходимо подать заявление и декларацию по форме 3 НДФЛ за год, в котором были понесены расходы на спортивные секции, фитнес, бассейн, гимнастику, шахматно-шашечные кружки, а также прокат предметов спорта. Образцы и форма для заполнения доступны для просмотра и скачивания под видео в описании. Как подавать документы в ФНС? Лично посетить ФНС по месту жительства, онлайн в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. В течение 3 месяцев со дня представления декларации и подтверждающих документов ФНС проведет камеральную проверку, после чего направит налогоплательщику сообщение о решении. Когда придут деньги от ФНС? Если решение будет положительным, сумму излишне уплаченного налога вернут по окончании камеральной проверки, если заявление о предоставлении вычета подавалось вместе с декларацией или в течение 30 дней с дня подачи заявления. Второе. Получение вычета от работодателя. Также гражданин может получить вычет у работодателя в течение соответствующего года. Оформить вычет через работодателя, в отличие от ФНС, можно до конца налогового периода, то есть календарного года, в котором гражданин понес расходы. Как оформить вычет через работодателя? Первое. Нужно подтвердить свое право на вычет в налоговой службе. Для этого в налоговую инспекцию по месту жительства подаются документы и заявления о подтверждении права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов. Какие документы нужны? Копия договора на организацию физкультурно-оздоровительных услуг. Копии платежных документов, подтверждающих оплату, например, кассовые чеки, бумажные или электронные, оплаченные банковские квитанции и тому подобное. Платежные документы должны быть оформлены на имя заявителя. Справка о суммах начисленных и удержанных налогов по форме 2 НДФЛ за год, в котором оплачивались услуги, запрашивается у работодателя. Копии документов, подтверждающих родство и возраст ребенка, например, копии свидетельств о рождении, если оплачивались услуги, оказанные детям.
При подаче в налоговую инспекцию копий документов, подтверждающих право на вычет, желательно иметь при себе их оригиналы для проверки налоговым инспектором. Как подать документы? Лично посетить ФНС по месту жительства, онлайн в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Срок получения решения. Налоговая служба должна подтвердить право на получение вычета в течение 30 дней. Второе. После подтверждения налоговой инспекции права гражданина на получение вычета нужно представить работодателю уведомление о подтверждении права на вычет, заявление в произвольной форме о предоставлении налогового вычета. Когда придут деньги от работодателя? Работодатель должен предоставить вычет, начиная с месяца, в котором работник к нему обратился. Если работодатель удержит НДФЛ без учета налогового вычета, он будет обязан вернуть работнику сумму излишне удержанного налога. Для этого работнику нужно подать в бухгалтерию заявление о возврате излишне удержанного НДФЛ, указав в нем банковский счет для перечисления переплаты. Работодатель должен перечислить излишне удержанную сумму в течение 3 месяцев со дня получения заявления. Друзья, поддержите канал Предприниматель Инфо, подпишитесь и поставьте лайк. Впереди много интересного. До встречи! Также, если у вас возникло острое желание высказаться об увиденном и услышанном, не сдерживайте себя.